Следующая задача, простая, запишем ее. Катер, переплывая реку, движется перпендикулярно к течению реки со скоростью 4 метра в секунду. В системе отсчета связано с водой. На сколько метров снесет течение катер, если ширина реки равна 600 метров, а скорость течения воды 1 метр в секунду? Итак, нам известно, что катер переплывает речку перпендикулярно берегу со скоростью v равно 4 метра в секунду. Сказано о том, что скорость течения воды, v воды, равна 1 метр в секунду. Ширина реки s равно 600 метров. Задача спрашивается, на сколько метров катер снесет по течению реки. Напишем это L равно знак вопроса. Нарисуем картинку, которая будет сопровождать решение этой задачи. У нас есть река, вот ее берега, и катер движется перпендикулярно берегу, прямо перпендикулярно берегу. Это его скорость. Вместе с тем скорость течения воды у нас будет под углом 90 градусов к движению катера. Это v воды. То есть мы можем сказать следующее. Катер наверняка снесет в эту сторону. Почему? Потому что пока катер будет переплывать речку, вода будет двигаться, естественно. За какое-то время катер сдвинется, вместо того, чтобы попасть в эту точку, он попадет именно в эту точку. Это понятно. Зная о том, какое время катер будет двигаться по направлению к перпендикулярному берегу, мы можем и его за это же самое время будет сносить вода. Время прохождения катера по вот этому расстоянию будет равен времени его движению по вот этому расстоянию вдоль реки, который за счет движения речи. Итак, для того, чтобы нам сначала определить, насколько же вот это расстояние L, это расстояние S, надо узнать время, за которое может катер проплыть вот это расстояние, если речка не будет его сносить. Если бы, например, речка не сносила, он бы проплыл сюда. А так речка его сносит. В данном случае время t связано с его скоростью и расстоянием. t равно, сразу можно написать, что расстояние разделить на скорость катера. С другой стороны, речка будет использовать это же самое время для того, чтобы снести катер. L будет равно v речки, что множится на t. Можем подставить сюда значение t. Итого у нас получается L равно v речки, что множится на s, что делится на v. А теперь можем подставить все значения, которые у нас есть в таблице. Итак, v речки – это у нас 1 метр на секунду. Множится на дробь 600 метров и делится на 4 метра за секунду. Теперь давайте внимательно раскидаем все эти именные значения для того, чтобы мы ничего здесь не потеряли. Итак, 1 метр за секунду, вверху пошел числитель, множится на 600 метров и делится на 4 метра за секунду. Давайте посмотрим, куда уйдут вот эти все размерные величины. То есть 1 метр у нас остается в числителе, секунда идет вниз. Замечательно. 600 метров так и останется. Здесь будет что? В этом числителе секунда это, вот эта секунда ушла от этой величины. Теперь что у нас останется в знаменателе? У нас останется в знаменателе 4 метра, а секунда идет наверх. Давайте посмотрим, что у нас получается. Секунда сократились. Вот этот метр и с этим метром сократились. Итого мы получаем 600 метров, что делится на 4. Итого мы получили 150 метров. То есть расстояние вот это L будет 150 метров. Пока лодка будет переплывать расстояние 600 метров, стараясь держать курс перпендикулярно к берегу, со скоростью 4 метра в секунду, вода, естественно, со своей скоростью 1 метр в секунду снесет на расстояние 150 метров от намечаемой точки. Вот эта разница будет 150 метров. Вот все. Задача простая. Еще раз попробовали использовать аккуратно все эти размерности для того, чтобы получить требуемые размеры. Потому что L у нас может быть только метры. Видите, как аккуратно сократились все секунды. И как лишние метры тоже сократились, потому что тут у нас метр на метр, это метры в квадрат. Все лишнее ушло, осталось только одно значение. Физики четко получили 150 метров.